В 2003 году компанией Siemens был выпущен, по словам представителей компании, лучший мобильный телефон для активного досуга, тусовок и тусовщиков. Первому камерафону марки MC60, наряду с более традиционной моделью C-серии, предстояло открыть новую линейку телефонов с индексом 60. В России устройство появилось в конце 2003 года и получило довольно противоречивые отзывы. Стоимость Siemens MC60 на момент появления на прилавках составляла примерно 6500 рублей, а за год снизилась до 3500. Телефон выпускался в трех цветах – аквамарин, титан и гренадин. Однако помимо этого для него производились сменные панели самых разных цветов. Устройство имеет телефонную книгу на 100 номеров, 16-голосовую полифонию, возможность отправки ММС-сообщений, поддержку Java, GPRS 8 класса, веб-браузер версии 1.2.1, диктофон, простенькую камеру в 0,1 мегапикселя без поддержки видеосъемки и чуть менее 2 мегабайт встроенной памяти, половина из которой уходит на системные файлы и встроенные приложения. Высота телефона 11 см, ширина примерно 4,5 см, вес 86 грамм, толщина устройства чуть более 2 см. Цветной дисплей выполнен по технологии CSTN и отображает до 4096 цветов. Разрешение экрана 101 на 80 пикселей. Заявленное время работы аккумулятора на 700 мАч около 10 суток в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора. Качество дисплея даже на момент релиза сложно было назвать высоким. Белый цвет уходит в более теплые оттенки, а экран выгорает на солнце. Для оформления интерфейса доступно 3 цветовые схемы, 4 заставки для режима ожидания и установка любых изображений в качестве обоев главного экрана, в том числе анимированных. Подсветка клавиатуры ярко-красного цвета, но у телефонов с русскоязычной клавиатурой символы занимают почти всю поверхность клавиш, в том числе ту, на которую подсветка не распространяется. Сама клавиатура, вследствие наличия столь оригинального дизайна, неудобная, хотя привыкнуть можно и к ней. Расстояние между кнопками в разных частях клавиатуры сильно разнится. Нижний ряд клавиш и цифра 2 расположены слишком близко к кнопкам над ними. Навигационная клавиша, несмотря на свой внешний вид, двухпозиционная. Слева и справа расположены софт-клавиши. Таким образом, перемещаться по меню в виде сетки можно только кнопками вверх и вниз, или же используя цифровые клавиши в соответствии с расположением нужного пункта на экране. Телефонная книга MC60 не имеет большого объема памяти, а каждый контакт может содержать в себе лишь один номер телефона и адрес электронной почты. Больше ничего. Это непростительно для молодежного телефона. Для СМС-сообщений в качестве дополнительных опций доступны словарь Т9, создание текстовых шаблонов и отправка стандартных анимированных смайликов и звуков, отправка других имеющихся в памяти устройства простых черно-белых картинок и мелодий, в том числе MIDI, правда в случае, если рингтон полифонический, он лишается всех голосов, кроме основного. А для того, чтобы отправить полноценные мелодии или снимки, сделанные на встроенную камеру телефона, следует воспользоваться технологией MMS. Вообще, камере в этом телефоне уделяется отдельное внимание. Так, кнопка 5 имеет пиктограмму фотоаппарата, на нее установлен быстрый запуск камеры и продублирована клавиша спуска затвора. Максимальное разрешение снимков 352 на 288 точек. Возможно регулировка яркости на 3 ступени вверх или вниз, ручная настройка баланса белого для улицы или помещения, или снижение разрешения снимка до 160 на 120 точек для экономии памяти. Из-за низкого качества дисплея фотографии на нем выглядят хуже, чем они есть на самом деле, но очевидно, что от такой камеры в принципе ничего хорошего ожидать не приходится. При съемке сюжетов с большим количеством деталей или при недостаточной освещенности трудно получить распознаваемые объекты. Впрочем, сегодня такое изображение может оцениваться как отдельный вид искусства. Предустановленные игры и приложения так или иначе используют возможности камеры. В игре Magic Photo необходимо собрать изображение из отдельных кусочков, разбросанных по экрану в хаотичном порядке. Это может быть как одно из предложенных изображений, так и собственная фотография или любая другая картинка из памяти телефона.
В игре 3 уровня сложности. Разница в том, что на сложном уровне кусочки перевернуты по горизонтали и вертикали, и их сперва необходимо правильно выставить. На среднем уровне они перевернуты только по горизонтали, а на простом не перевернуты совсем. Contest Arena представляет собой шутер в режиме Deathmatch. Прежде всего, игроку предлагается создать солдата, дать ему имя, выбрать обмундирование и распределить его характеристики. Возможно, заменить его голову на собственную, предварительно сфотографировавшись в профиль. Сама игра делится на одиночные бои и турниры, победа в которых дает очки, на которые можно улучшать характеристики персонажа. Главным недостатком игры являются долгие загрузки, более 30 секунд на то, чтобы ее просто запустить, и еще столько же, чтобы попасть в меню. Приложение MyPhotos Online было предназначено для отправки фото на сервер компании Siemens, где впоследствии можно было заказать печать этих снимков. А для редактирования изображений имеется стандартная для большинства телефонов марки утилита Photo Editor. Из возможностей утилиты есть настройка яркости, контраста и цвета, поворот, масштабирование, деформация, добавление текста и наслоение другого изображения. И может быть, к примеру, рамка. Помимо приложений и игр, в этом же разделе располагается веб-браузер версии 1.2.1. А для других полезных функций существуют свои разделы. Так в разделе Organizer находятся календарь с возможностью создания событий, встречи, где эти события можно просматривать в виде списка, текстовые заметки, размер которых не может превышать 150 символов, часовые пояса, где можно узнать время в других точках планеты. Все, что не попало в Organizer, располагается в разделе «Еще». Это будильник, настраивается только на одно значение времени в сутках, калькулятор, ввод математических операций производится нажатием правой софт-клавиши, конвертер валют, перед конвертацией ее курс следует прописывать самостоятельно, самый простой таймер, секундомер, возможность засекать круги отсутствует, и диктофон, запись сохраняется в формате WAV, а ее длительность ограничена 30 секундами. Также из раздела «Еще» осуществляется управление голосовыми командами и их настройка. Раздел Card Explorer является файловым менеджером. Здесь располагаются все файлы, сохраненные на устройстве: музыка, фото, темы и приложения. К сожалению, на все это выделено катастрофически мало пространства в памяти устройства. И крайне полезным приобретением для телефона был дата-кабель для его соединения с компьютером. Других возможностей скопировать данные попросту не было. Таким образом, Siemens MC60 с одной стороны получился визуально интересным аппаратом и имел широкую функциональность, но с другой, практически все доступные функции требовали доработки со стороны компании. Он проигрывал конкурентам в качестве дисплея, камеры, количестве доступной памяти и скорости работы. Тем не менее, он нашел своего покупателя, желающего выделиться и получить надежный аппарат. В этом плане к телефону совершенно не было вопросов. А компания Siemens сделала выводы и улучшила многие показатели в своих последующих продуктах.